Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Не всегда, но очень часто наши выпуски связаны с какой-то датой, с каким-то праздником в России. И сейчас в России начинаются майские праздники. Обычно в начале мая у нас много выходных, и люди используют их, чтобы открыть сезон отдыха на природе. Да, обычно люди ездят на природу, например, на озеро или в лес, или на дачу. На даче они готовят шашлыки и выпивают, то есть пьют алкоголь. И мы думали, о чем же мы можем здесь поговорить? И решили выбрать тему алкоголя. Тема одновременно веселая и грустная. Итак, начнем с лексики, начнем с базовых слов. Алкоголь — это напитки, которые содержат спирт. Спирт — это вещество, которое вызывает опьянение. Опьянение — это состояние, когда человек много выпил и начинает чувствовать себя или расслабленным, или наоборот более активным. И есть разные виды алкоголя. Есть пиво, вино, водка, виски, коньяк, много-много разных. Мгм. И если в напитке мало спирта, тогда это слабоалкогольный напиток, например, пиво. И если спирта много, это крепкий алкоголь. И это частая ошибка, когда студенты говорят "сильный". Нет, мы используем слово "крепкий". Крепкий алкоголь, крепкий кофе. И пример крепкого алкоголя — это, конечно же, водка. Традиционное. И перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. А разговорный клуб — это отличная возможность практиковать русский, преодолеть языковой барьер, найти новых друзей и хорошо провести время. Все детали в описании, пожалуйста, присоединяйтесь. Теперь поговорим о глаголах. Самый нейтральный глагол — это «пить». Например, он редко пьет. Да, но пить мы также используем, когда говорим не об алкоголе, а просто о любых напитках. Но если я говорю: "Он редко пьет" и не уточняю, какой напиток, я имею в виду алкоголь. Если я хочу говорить о другом напитке, я должна уточнить, то есть дать больше информации и сказать, например: "Он редко пьет кока-колу", "Он редко пьет чай", "Он редко пьет кофе". Точно. Следующий глагол «выпить». Выпить — это закончить пить. Например, она выпила бокал шампанского. Мгм. Но в то же время, если мы скажем: "Он выпивает", это значит, что он пьет алкоголь время от времени. Да. Еще есть глагол «напиться». Это значит выпить много алкоголя. И если человек напился, он пьяный, то есть он в состоянии опьянения. А наоборот, если человек не пил алкоголь, мы называем его трезвым. Трезвый человек. Да, и, я думаю, самое время перейти к более разговорной лексике. То, что вы можете услышать очень часто от носителей. Например, это слово "бухать". Бухать значит пить алкоголь, пить много и пить часто. Но Мгм. это, еще раз повторюсь, очень, грубый разговорный глагол. Да, есть еще фразеологизм «принять на грудь», то есть выпить алкоголь. И есть фраза «пропустить стаканчик», то есть выпить немного, обычно в компании. И интересно, что в России еще есть такой специальный жест. Если вы нас смотрите, то можете увидеть его. Ну а если вы нас слушаете, то сейчас объясню. Вам нужно пальцем щелкнуть или
легонько ударить по шее. Обычно это значит, что ты приглашаешь кого-то выпить или говоришь о ком-то, что он пьяный. М, Интересный жест. да, да. Иногда, когда не хотят делать, явный жест, делают вот так вот. Мне кажется, он Мгм, да, и мгм, мы так да. намекаем. Намек. Мгм, Да, да, и все понимают. Хорошо, но если мы говорим немного про такие уже культурные аспекты, наверное, ты можешь продолжить фразу. Ну, мне просто интересно, продолжишь мгм. или нет. Ага. Между первой и второй. Перерывчик небольшой. Окей. Да, ну давай поясним. Это фраза, которую мы используем, когда между первым бокалом или рюмкой водки должна сразу идти вторая рюмка или бокал, потому что нужно выпить побольше. Да, потому что обычно на застолье, особенно со старшим поколением, не принято очень долго сидеть и распивать какой-то первый бокал алкоголя. Да, обычно нужно сразу выпил первый, выпил второй, да-да-да, да-да-да. У меня Окей. есть одна М, очень смешная история. У меня есть дедушка, который живет в деревне. Понятно, это старшее поколение, мгм. еще и из деревни. И один раз муж моей сестры первый раз приехал в деревню, познакомился с дедушкой и предложил ему выпить по бутылке пива. И они Мгм. вышли на улицу, сели во дворе, и мой муж моей сестры думал, что они сейчас будут сидеть, разговаривать, пить, а дедушка просто выпил бутылку всю, и все, он закончил. Да, у всех разное отношение к тому, как надо пить, и тоже, конечно, это отличается в разных, культурах тоже, и Мгм. среди поколений тоже. Конечно. Хорошо, так, это все хихи ха-ха. Мгм. К более серьезной теме переходим, и эта тема — алкогольная зависимость. Алкогольная зависимость — это когда человек не может контролировать себя. Очень часто он не может остановиться пить алкоголь. Ему нужен алкоголь каждый день. И медицинский термин — это алкоголизм. Да, очень часто о русских говорят, что русские пьют много водки. Такой стереотип. Но этот стереотип не появился на пустом месте, то есть не появился из ничего. К сожалению, по статистике, в России более 1 миллиона человек имеют алкогольную зависимость. И говорят, что реальные цифры даже более серьезные. А, Говорят, что около 2% имеют сильную зависимость, и около 40% мужчин трудоспособного возраста злоупотребляют алкоголем. То есть употребляют, пьют алкоголь чаще, чем нужно или можно. Я верю в эту неофициальную статистику, потому что, ну, примеры на каждом шагу, да, иллюстрации к этому. Да, и неудивительно, что у нас очень много слов, как мы можем назвать человека с алкогольной зависимостью. Например, это слово алкоголик. Очень грубое и довольно жесткое слово. И лучше не использовать его, точнее, не лучше не использовать, не используйте его в какой-то официальной и уважительной речи. В официальной речи, конечно, вместо алкоголика лучше сказать человек с алкогольной зависимостью. Да, другое слово с похожим значением — это пьяница. Но мы уже слышали слово пьяный, поэтому пьяница — это человек, который много пьет алкоголя. И, конечно, это тоже имеет негативный оттенок, негативное значение. Да, ну и не стоит забывать, что у нас есть всякие суффиксы. Да, мы можем сказать пьянчушка, Ку- просто пьянь мы, кстати, тоже можем, Мгм. пьянчуга. Да, да, то есть много разных форм, но здесь хотя бы сохраняется корень тоже.
То есть можно отследить, логику. И Мгм. еще одно слово — это слово "алкаш". Грубое, очень грубое и уничижительное, то есть, оскорбительное, слово, которое показывает неуважение. И можно понять, почему люди хотят, через это слово выразить неуважение, да, потому что часто алкаши ведут себя непристойно, недостойно. Да, это слово действительно используется часто, хотя оно и очень грубое. Потому что во многих семьях, к сожалению, есть такая проблема, проблема алкоголизма. И, конечно, алкаши, алкоголики приносят много бед и неприятностей своей семье. Иногда они не работают, а только ищут способы взять, достать деньги на алкоголь, а иногда это и более серьезные проблемы, когда они бьют жену и детей. Да, и для решения этой проблемы существует кодировка. Вещь очень загадочная лично для меня, потому что все об этом говорят. То есть, когда вы, например, в маленьком городе России, вы даже можете видеть объявление на подъезде, на доске объявлений об этом, но до конца не ясно, как именно работает эта кодировка. Да. Ам, конечно, для этого пришлось, погуглить, разобраться. Оказалось, что есть, 3 разных вида этой кодировки. Первое — это медикаментозная, когда человеку в кровь вводят, медикамент, который влияет на человека, и если он пьет алкоголь, то у него начинает тошнить, и у него сильная физиологическая реакция. Поэтому, конечно, он старается после этого избегать алкоголя, чтобы не чувствовать себя плохо. Мгм. Также есть кодировка в виде гипноза. И тут, психиатр действует на подсознание человека и внушает ему идею, то есть, пытается, положить эту идею ему в голову, что если он выпьет алкоголь, он умрет или ему будет очень плохо. Да, еще есть один вид — это лазерная кодировка, когда лазером воздействуют на часть мозга, которая отвечает за вот эту зависимость от алкоголя. Ну, я не могу это доказать, но я уверена, что обычно используют гипноз, что обычно кодировка — это просто работа с подсознанием человека, когда ему действительно внушают эту идею, что нужно остановиться пить алкоголь. Но, к счастью, я думаю, у меня лично не было такого опыта, поэтому я не знаю, какой самый популярный способ. Да, но я с тобой согласна. Я тоже думаю, что именно второй чаще используется, просто потому что у меня до того, как мы погуглили, была ассоциация, что кодировка Мгм, значит, ты не можешь пить алкоголь, иначе ты умрешь. мгм. То есть люди, да, слышали именно об этом варианте, когда летальный исход возможен. Но тоже я думаю, что иногда, а, пьянице, алкоголику, говорят, что ему сделали кодировку медикаментозную, Мгм. а на самом деле ничего не сделали. И что это просто, по сути, ну, это не гипноз, но это тоже работа с подсознанием, запугивание, что если ты выпьешь, будет очень плохо, хотя на самом деле это не так. Мгм. Да, такая психологическая уловка. Но надо сказать, что кодировка не работает навсегда. То есть в любой момент человек может вернуться к алкогольной зависимости, поэтому даже такой, можно сказать, шокирующий метод не работает на 100%. Да, мне кажется, это больше метод, э, для семьи этого человека, чтобы получить хотя бы 2 недели покоя. Потому что, как правило,
все потом начинается заново. Да, человека вводили кодироваться, но, потом через 2 недели он опять бухает на лавочке с друзьями. Да, такое бывает. Есть, конечно, и более позитивные случаи, когда, может быть, был не такой тяжелый случай у человека, не такая сильная зависимость, и тогда он может это преодолеть с помощью кодировки, но это очень маленький процент. Я таких случаев не знаю, поэтому я в Я это не верю. слышала. Я слышала, да. Ну, Факты! Мне нужны факты, покажите мне. мы только узнали, что такое кодировка вообще. Факты в следующий раз. Хорошо. Так, давай закончим нашим личным мнением, об алкоголе и вообще нашим отношением к алкоголю. Как ты к нему относишься? Я пью алкоголь, крепкий алкоголь, только в составе коктейлей, Мгм, и мне очень нравится сидр, то есть мгм. слабоалкогольный напиток, но я точно знаю, что я пью в меру. То есть я знаю, когда остановиться. Я никогда не напивалась, у меня никогда не было похмелья, когда болит голова на следующий день. Ам, Поэтому к алкоголикам и к большому количеству алкоголя в жизни человека я отношусь отрицательно, негативно. Отчасти из-за истории моей семьи, как и во многих семьях в России, у меня тоже есть история алкоголизма в семье, и я точно знаю, что ничего хорошего это не приносит. Да, э, ты права. Много примеров и вокруг, или в нашей семье, или в семье соседей, например, или одноклассников и так далее. Потому что, как мы уже сказали, статистика, бешеная, да, очень большое Да. количество, алкоголиков. Ам, я бы тоже сказала, конечно, что я против этого злоупотребления алкоголем и так далее, но я не могу сказать, да, что я не пью алкоголь, потому что я против. Я тоже могу выпить пиво, это мой любимый напиток. Я могу выпить водку, конечно, не просто так вечером, а когда есть какой-то праздник. И, кстати, тоже у нас есть фраза «выпивать по праздникам». Да. Мгм. А, Другой вопрос, как часто праздники, потому что, если честно, каждый день можно найти какой-то праздник и повод. Мгм. Но коктейли я тоже люблю. М, но да, я бы сказала тоже, что я пью в меру. И, конечно, если на следующий день у меня какой-то важный важный день, или мы будем записывать видео и так далее, ну, у меня точно есть сила воли, чтобы отказать себе в том же пиве и сказать, что нет, это сейчас не подходит. Поэтому, да, а, не радикальное нет, но в то же время да, но только тогда, когда это не помешает ничему и никому. И мы говорим об этой теме сегодня не только для того, чтобы дать вам необходимую лексику, но, возможно, чтобы подготовить вас к приезду в Россию или переезду в Россию, кто знает. Потому что, да, к сожалению, на улицах очень часто, особенно в маленьких городах, можно встретить алкоголиков. И я думаю, что для нас это такая привычная вещь, но, возможно, для иностранцев это будет культурный шок. И вопрос, когда ты переехала в Албанию, у тебя был какой-то культурный шок в плане алкоголиков, алкоголя и зависимых? Да, понимаю, о чем ты. Был, потому что, в России, как ты сказала, можно легко увидеть, на улице, как лежит какой-то человек, потому что он выпил слишком много. И когда я приехала в Албанию, и когда моя семья приехала меня навестить, для нас всех это был большой шок и удивление, что нет
алкоголиков, которые просто лежат на улице, или в ресторане никто не напивается. И не хочется так говорить плохо о своей стране, но это действительно факт. У нас есть эта проблема, и это печально. Да, и даже я помню, что нормальной была ситуация, мне очень странно сейчас об этом говорить, но когда, например, я, будучи ребенком, возвращалась после школы домой, и на лестничной площадке в подъезде просто лежал сосед, потому что он выпил слишком много. И и просто маленькая девочка перешагивает через огромного мужика и идет дальше по своим делам, и даже не задает себе вопрос в голове: а что с ним случилось? Может быть, ему нужна помощь? Потому что уже весь подъезд знает, что он бухает, и он может лежать в подъезде, ну, 1 раз в неделю. Да, Сейчас страшно мне звучит. да, странно об этом даже думать, потому что здесь, конечно, в Испании, ну да, люди пьют, и часто они пьют, например, в обед, да. Или М. я иду куда-то в 11 часов, и в 11 часов уже люди сидят на террасе с вином и с пивом. Но это какая-то другая культура, потому что сидеть на террасе с вином и лежать после бутылки водки в подъезде — это разные вещи. Да. Хотели мы уже заканчивать этот выпуск, но меня все не отпускает. Я вспомнила еще одно слово. А, Выговорись. Тоже, мне кажется, это какая-то культурная история. Есть слово "запой" Да. и Мгм. фраза "уйти в запой". Мгм. И это значит, что какой-то человек, ну, конечно, алкоголик, начал пить и не может остановиться несколько дней подряд. Поэтому он может не прийти на работу, и все это знают и говорят: ну, наверное, он в запое". Да, и очень часто это учитель трудов у мальчиков. Или физрук, Или физрук, да. учитель физкультуры. Иногда они вдвоем уходят в запой, и в школе просто говорят: "Мальчики, у вас сегодня не будет уроков, потому что учитель ушел в запой". И все такие: "Ладно". Норма. Ужасно, да, но это темная сторона, нашей культуры, если таким словом можно это назвать, но мы считаем важным говорить об этом. В конце концов, это тоже привлекает внимание к этой проблеме. Вопрос недели. А вы пьете алкоголь? Если да, то какой? Если нет, то почему? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.